Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! В этом видео мы ответим на актуальные вопросы по теме сбора урожая картофеля. Мы их скомпоновали, и вот получилась такая своеобразная картинка, общая картинка, как же определять, когда картофель уже созрел. И в первую очередь дадим ответ на споры о фазе сбора урожая картофеля. Несколько подписчиков сделали мне замечание, что картофель нужно копать только при убывающей луне. У них такой был аргумент: при убывающей луне все питательные вещества направляются в сам картофель. Задаю им встречный вопрос: откуда могут направляться питательные вещества, если полностью высохла ботва и перестала работать надземная вегетативная часть растения картофеля? Вот на этом вопросе и останавливались споры. Так вот, объясняю и отвечаю. После засыхания ботвы картофель в земле больше не получает никаких абсолютно питательных веществ и не растет. Поэтому фаза сбора урожая картофеля не имеет никакого значения. А вот знак зодиака, в котором находится Луна в тот период, это очень важный показатель для того, чтобы собранный урожай хорошо хранился. Мы уже подготовили и разместили агрогороскоп сбора урожая картофеля на август месяц 2023 года. Пользуйтесь им на благо. Под этим видео и в первом закрепленном комментарии вы сможете найти информацию о месте нахождения этого актуального видео. Идем дальше. А теперь перейдем к вопросам, касающимся того, как узнать о тех периодах для сбора урожая картофеля, которые самые лучшие. В первую очередь мы должны знать, что это за сорт у нас посажен и растет, и какой у него период вегетации. Когда мы выбираем сорт картофеля, когда собираемся высаживать, мы уже знаем о том периоде вегетации, который определили этому сорту селекционеры, создатели этого картофеля. И они определили полный вот этот период вегетации от всхода до момента созревания. Мы знаем день посадки, мы заранее к нему готовимся, и многие из вас тоже знают, когда же мы посадили картофель. И вот от него отсчитываем период полного физиологического созревания картофеля. Легко и просто. Напомним, что для ранних сортов период созревания наступает через 60-80 дней, разные сорта, и вот от 60 до 80 дней. Для средних сортов от 80 до 90 дней и для поздних сортов 90-140 дней. При нынешних погодных таких условиях, климатических изменениях, поздние сорта не дают результата, поэтому в основном мы выращиваем и у себя на огороде, на грядках, выращиваем ранние или средние сорта. Во-вторых, что нужно еще знать? Выбираем для уборки солнечный день. Если нет солнца, но сухой день без осадков, при температуре от плюс 18 до плюс 25 градусов. У нас на юге Украины такая температура бывает вот в летний период, июль, август, только рано утром или же поздно вечером. Но поздно вечером ничего не найдешь, ни картофеля, ни ботвы. Лучше копать картофель утром и сразу же его забирать из грядки, чтобы картофелины не получили солнечные ожоги, иначе картофель будет гнить. Третий важный момент для сбора урожая картофеля – это то, в каком состоянии находится именно надземная часть растения картофеля, та часть, которую мы видим все время. Вот когда ботва становится сначала желтой, потом засыхает и ложится на землю, то значит, что с этого момента надо отсчитывать еще 15-20 дней. И только после этого картофель будет готов к уборке. Еще один важный шаг в проверке спелости картофеля. Это своеобразная разведка на разных сортах. Мы ее очень актуально используем. Выкапываем по несколько картофелин и испытываем кожицу картофелин. Если кожица легко снимается, то картофель еще не созрел. Его нельзя копать, он не будет храниться. Спелый же картофель имеет такую жесткую, твердую кожицу, которую без помощи ножа не снимешь с картофелины. Вот в таком состоянии картофель достигает
полной физиологической спелости, при которой состав сухих веществ и крахмала достигает максимума. Ну и еще одна важная подсказка. После сбора урожая картофель нужно сушить в темном месте, без попадания солнечных лучей. И здесь мы его храним от 10 до 14 дней. Это так называемый лечебный период для картофеля. Если же картофельные повреждены каким-то образом, то они за это время сгнивают. И при переборке их нужно просто всего изъять из ящиков или кучи, где хранится картофель. Мы еще ко всему и моем картофель перед закладкой на хранение. Охлаждаем, моем, сушим и охлаждаем. Но это уже личное дело каждого. Итак, мы ответили сегодня на ваши вопросы по сбору урожая. Как определить спелость картофеля и когда собирать урожай картофеля. Если есть еще вопросы, пишите, будем разбирать их. А пока желаем всем богатого урожая картофеля. До новых встреч на нашем каналі. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Гаріченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. В цьому відео ми відповідаємо на актуальні питання по темі збирання врожаю картоплі. В першу чергу дамо відповідь про фази копання бульби. Декілька підписників доказують нам, що треба копати картоплю тільки при спадаючому місяці. Аргумент у них такий. Бо в цей час всі поживні речовини направляються в саму бульбу. Звідки ж вони можуть направлятися в картоплини, якщо вже відмерла надземна вегетативна частина рослини? Відповідаємо їм так. І після цього мовчання. І пояснюємо, знову ж таки, для всіх. Після відмирання, засихання бадилля, бульби в землі більше не накопичують жодних поживних речовин і не ростуть. Тому немає значення фаза збирання врожаю картоплі. А от знак зодіаку, в якому знаходиться місяць, це дуже важливо для копання картоплі. Ми вже підготували та помістили на каналі Агрогороскоп збирання врожаю картоплі на серпень 2023 року. Будь ласка, користуйтесь ним на благо. Під цим відео та у першому коментарі під відео ви можете побачити місце знаходження цього агрогороскопу. Йдемо далі. А тепер перейдемо до питань стосовно того, як дізнатися про найкращі періоди для збирання картоплі. В першу чергу ми повинні знати, що за сорт ми вирощуємо і який у нього період вегетації. Коли ми вибираємо сорт картоплі, то вже знаємо завчасно, який термін селекціонери визначили для дозрівання до харчової стиглості цього сорту. Ми знаємо дату посадки і від цього дня відлічаємо термін повної фізіологічної зрілості бульби. Нагадаємо, що ранні сорти дозрівають через 60-80 днів, середньостиглі від 80 до 90 днів, і пізні сорти достигають аж після 90 днів до 140 днів. По-друге, вибираємо для збирання бульби сонячний день. Або ж без сонця, але сухий день. І температура повинна бути від плюс 18 до плюс 25. У нас зараз така температура буває тільки вранці або пізно ввечері. То краще копати картоплю вранці і зразу її забирати з грядки, щоб бульби не отримали сонячні опіки. Інакше картопля почне гнити. Третій чинник для збирання врожаю картоплі, в якому стані знаходиться надземна частина рослини картоплі. Коли бадилля спочатку стає жовтим, потім сохне і лягає на землю, то це значить, що бульба через 15-20 днів буде готова до викопування. Наступний крок в перевірці стиглості картоплі – це ми виходимо на розвідку у город і викопуємо картоплини різних сортів. Випробовуємо на міцність шкірку бульб. Якщо шкірка злущується легко, то копати бульбу ще не час.
Стигла картопля має таку щільну, пружну шкірку. Таку шкірку без ножа вже не знімеш. Ось в такому стані бульба досягає повної фізіологічної зрілості, при якій вміст сухих речовин і крахмалю доходить до максимуму. І ще один важливий момент. Після збирання бульби треба сушити всю бульбу в тіні без сонячних променів до 2 тижнів. Це лікувальний період, протягом якого пошкоджені картоплини згнивають. Після цього ми перебираємо погану картоплю, ту, що вже загинула, відбираємо і миємо. Але це вже справа кожного окремого городника. Мити чи не мити – це вже окрема тема, про яку ми вже розказували, і якщо треба, ще покажемо і розкажемо, як ми це робимо. Ми миємо, охолоджуємо і тільки тоді закладаємо на зберігання.